которых нужно расселять. А у города проблемы с жильем. Как по-настоящему живут люди в России? Для нас самое главное знать это и показывать вам правду о жизни в нашей стране. С каждым годом это становится делать все труднее, но в этом видео мы расскажем все детально. Давайте проживем эти полчаса вместе с российскими олигархами и узнаем, куда они тратят деньги, заработанные в Пермском крае. А также сходим в гости к простым березняковцам в один из домов, который несколько лет назад поразил всю страну. Березники – важнейший город для всего мира настолько, что его предприятия специально выведены из-под санкций. Жители Березняков буквально живут на золоте. Они, должно быть, все очень богатые, под ними лежат сотни миллиардов тонн соли, на которой каждый год зарабатывают сотни миллиардов рублей. Уралкалий – градообразующее предприятие Березняков, лидер производства калийных солей, которые являются составной частью самых важных удобрений и являются стратегическим продуктом для обеспечения продовольствием почти всех стран мира. Поэтому они выведены из-под санкций и продаются по всей планете. Согласно официальной бухгалтерской отчетности, Уралкалий за последние годы заработал только от чистой прибыли 300 миллиардов рублей. Это примерно равняется строительству 3000 новых домов. Целый новый город. Куда же тратит Уралкалий свои деньги? И это очень интересная история. Нам удалось взять интервью у Никиты Мазепина на вечеринке Race Party, спонсором которой, кстати, стала компания Уралкалий, принадлежащая его отцу. Хедлайнерами стала группировка Ленинград и дискотека Авария. Как твои дела? Супер, спасибо. Но для начала мы хотим поблагодарить вас, наших спонсоров, тех, кто подписался на регулярные донаты. Именно вы сделали это видео. Чтобы таких расследований было больше, чтобы мы могли помогать и быть независимыми, вы можете подписаться на постоянные пожертвования каналу. Мы будем рады абсолютно любой сумме. Ссылки будут в описании. Италия, теплые воды Средиземного моря омывают скалистые берега, о которых сложено много легенд. Перед вами Сардиния. Здесь, на побережье Коста-Смиральда, на вилле стоимостью 140 миллионов долларов или 14 миллиардов рублей, обитает владелец Уралкалия Дмитрий Мазепин. Вернее, обитал до начала войны. Вилла называется Рокки Рам. Это вам не общага в Березняках. Здесь, на оконечности залива Ромацина, на участке площадью 820 квадратных метров, раскинулась одна из основных украшений Сардинии. Вилла включает в себя 2 дома на 25 комнат, гараж, а также бассейн, вырубленный прямо в скале, и собственные сады, простирающиеся до скал. Берег Коста-Смиральда очень популярен у путинских олигархов. Рядом с Мазепинами расположились Усманов, Дерипаска и Мордашов. Четыре года назад известный московский тревел-блогер Антон Лядов приехал в Березники, чтобы снять фильм на своем канале «The Люди» про город, который уходит под землю. У фильма 7,5 миллионов просмотров. Судя по комментариям и реакциям самого Антона, всех шокировали общаги, в которые Антон зашел совершенно случайно. Всех до глубины души поразило, в каких страшных условиях живут люди. Примерно в 600 метрах от провала, который, к слову, постоянно продолжает расширяться, находится очень интересный дом, где живут люди. Наберитесь терпения, но поверьте, таких домов вы не видели нигде и никогда, даже в кино. Напоминаю, он находится примерно в минуте езды от места, где почва ушла под землю. Тут живут дети, семьи, пенсионеры. Не пугайтесь, конечно. Так, двери закрывать надо. Вот так. Заходите, пожалуйста. И посмотрите, как я должна жить в такой квартире. Честно скажу, я первые минут 5 вообще не вдуплял, что происходит. Местная жительница Людмила показывает свою квартиру. Тут пусто, потому что она недавно выехала отсюда. При этом Людмила все время показывает рукой в сторону окна. А я никак не пойму, что с ним. Какая-то деревянная рама и сетка. Вот как это выглядит снаружи. Спрашиваю, а где само окно-то? Я сижу вот здесь, вот телевизор смотрю. Все. А потом
Потом окошко вот так вот. Вот оно вот таким зигзагом оно пошло вниз. Все, вниз ушло и все. И рухнуло. И рухнуло там, да. У меня пластиковое же окошко. Я за окошко платила 16 тысяч. Вот. И рухнула туда, и я растерялась, конечно, побежала туда вниз. Говорю, ну что это такое? Ну, плачу и не могу. Девчонки, соседи уговаривают. Почему ты, Людмила, плачешь? Я расстроилась. Я говорю, расстроилась то, что у меня окошко упало. Владелец Уралкалия, городообразующего предприятия Березняков Дмитрий Мазепин, очень любит своего сына Никиту, а Никита любит автогонки. Чтобы Никита мог осуществить свою мечту стать автогонщиком и участвовать в международных соревнованиях, его отец покупает ему целую международную команду Hi-Tech GP. Со своей командой Hi-Tech GP Никита проездил с 18 по 21 годы в различных дивизионах формулы. Все годы старший Мазепин содержал свою команду напрямую из денег Уралкалия. Титульным спонсором Hi-Tech GP все это время выступающий в Формуле 2 и Формуле 3 был Уралкалий. Из недр Березняков Мазепин вкладывал в свою команду миллионы долларов с 16 по 22 годы. Титульный спонсор команды – это главная спонсирующая организация, которая финансирует почти всю деятельность команды и название которой становится практически вторым названием команды. Его размещают везде – на машинах, на форме пилотов, на форме других сотрудников. Платить приходилось всем компаниям Мазепиных – и Березняковскому Уралкалию, Уралхиму и Пермскому Галополимеру. Слава богу, я вырос в семье, где я могу посвятить себя полностью тому, чтобы фокусироваться на работе и не думать о заработке. Никита показывал результаты ниже средних и запомнился скорее скандалами. По итогу сезона в Формуле 2 Мазепин оказался в таблице ниже Гелаэля. Те, кто знают, кто такой Гелаэль, понимают, насколько все плохо. А напарник Мазепина стал чемпионом серии. Но мечта Никиты и папы выступать в Формуле 1, самой престижной и дорогой автогонки мира, становилась только сильнее. Для того, чтобы Никита Мазепин смог стать пилотом Формулы-1, Уралкалий покупает для него место в американской команде Haas в 2021 году. Место стоило 20 миллионов долларов в год, или примерно 2 миллиарда российских рублей. И сын со средними результатами в более низких лигах неожиданно обходит своих более удачливых конкурентов и вне конкурса становится пилотом самой популярной и недостижимой лиги мира. Как твои дела? Супер, спасибо. Но это еще не все. Не может же сын путинского олигарха кататься в британской команде на безликом британском болиде. Сын уважаемого человека должен кататься в цветах российского триколора. Для этого Уралкалий покупает ему специальную машину. И не только ему, но и коллеги по команде, сыну Михаэля Шумахера, Мику Шумахеру. Это было то время, когда Олимпийский комитет России уже был под всеми возможными санкциями за организацию системы допинга. И в международных соревнованиях спортсмены не могли выступать с символикой нашей страны. Она была запрещена. Но, как говорится, за деньги да. Деньги – это возможность. Заходите. Да я приду, спасибо. Наша знакомая вернулась в известную общагу, чтобы поговорить с местными жителями о том, что изменилось за 4 года. У дома нас встретили дети. Какая с общагой проблема? Так вот, крышу сделали, вот, а там возле дома. Пойдемте, вам покажу, что Пойдемте. возле дома. Пойдемте. Вот так же, вот, здесь. Вот, Да. здесь всё упало. Они не смотрят, вообще ничего. Вот там же упало. Вот это не крышу сделали или ушли. Да, это отливы сделали, а они от ветра сразу отпали. Фига себе, тут все провалилось. Вот, балка вся сломалась. Это же опасно. Так вот, Можно провалиться. так вот, балка вся сломалась вообще. Да. Вот они сделали, вот. Вот, а вот там вот на балконе крыша вся вот сломана, там все ветки растут. Я маме говорю, мама, там стычу вот на этом. Дерево растет. Да. А это знаменитое окно местной жительницы Людмилы Михайловны, которое выпало с 5-го этажа. Вроде как выпавшие вместе с окном кирпичи вернули на место. Сделали ли ремонт в комнате и смогла ли Людмила Михайловна вернуться домой? Людмила согласилась с нами пообщаться и провести для нас небольшую экскурсию по дому. Мать. А чего снимать? Ну, не снимайте. Не были? Конечно, давно не была. И кто-то, вы даже не знаете, кто тут заходил, не что-то знаю. делал. Не знаю ничего. Чего не знаю. Тут не страшно бывать. Тут может все рухнуть.
Нет, а телевидение приехало. Телевидение снимает квартиру мою. Вот. А вот закрыл, потому что папа несет. Хотела сказать вам, что... Здравствуйте. А что в моей квартире кто-то живет, что ли? Может, никто не живет, просто сосед, наверное, закрыл, пришите все это. А нет, я открыла, я ножом открыла. Свой первый и единственный сезон в Формуле-1 Никита показал очень плохие результаты. Он постоянно не доезжал до финала, попадал в аварии, съезжал с трассы и даже сбивал своего собственного партнера по команде. He also gave us the greatest, worst rookie season in Formula One history. За 21 гонку он не набрал ни одного очка, то есть 0. Да, 0, и занял последнее место. Как твои дела? Супер, спасибо. Запомнился Никита сексуальным скандалом. Он домогался к девушке в машине и вечеринкой в дни траура на Уралкалии из-за погибших рабочих. В 2022 году Уралкали выплатил команде ХААС еще 10 миллионов долларов, 1 миллиард рублей. Но после начала войны ХААС разорвал все связи с Уралкалием, выгнал Мазепина и в этом году вернул 8 миллионов долларов задатка за 2022 год. Также владелец Уралкалия был вынужден отдать акции своей собственной гоночной команды Hi-Tech GP английской гоночной команде Hi-Tech, которую он покупал, чтобы Никита смог набираться опыта в низших классах формулы. Hey everybody, as you know, I have lost my contract to compete in the Formula One World Championship this year. As well. Very much so. Oh, no! Судя по всему, Мазепины не собираются оставаться в России, которую строит для них Путин, и готовит себе почву для возвращения в Европу. Мазепин продолжает финансировать и контролировать английскую команду Hi-Tech, несмотря на санкции. Об этом возмущаются даже в английском парламенте. Вот, например, глава комитета по бизнесу и торговле британского парламента Лиам Бирн говорит, что 75% акций были переданы фиктивно команде Burden Management. Акции не были проданы, они были просто сданы. Сданы в пользование близкому другу, партнеру и менеджеру Мазепина Оливеру Оуксу. Настолько близкому, что Оливер до 2018 года был в списке аффилированных лиц Уралкалия с припиской «Лицо принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит акционерное общество». То есть, по сути, являясь доверенным лицом владельца предприятия. Вот и член парламента прямо говорит, что существует риск того, что олигархи используют доверенных лиц, чтобы скрыть свою связь с компаниями, которые на самом деле контролируют. План такой: до 2026 года уладить проблемы с санкциями и попасть в Формулу-1 со своей собственной командой Hi-Tech GP. Чтобы план осуществить, Мазепину необходим человек не под санкциями и с большим состоянием, через которого он сможет без подозрений спонсировать команду для вступления в Формулу-1. Команда Мазепина уже подала заявку на вступление в Формулу-1 в 2026 году. Как твои дела? Супер, спасибо. Чтобы попасть в самую престижную автогонку мира, необходимы огромные средства, как сообщает Forbes, 200 миллионов долларов в год. Формула-1 самый дорогой вид спорта. Где может взять эти деньги компания из другого дивизиона, которая только готовится к Формуле-1? Ответ – через казахского друга. В этом году 25% акций этой гоночной компании Hi-Tech GP купил еще один олигарх – Владимир Ким. По странному стечению обстоятельств, на самом деле совсем не странному, этот олигарх тоже занимается полезными ископаемыми, но в Казахстане. Сможет ли Мазепин обмануть весь Европейский Союз и снова сесть за болид Формулы-1? Напишите в комментариях. Но чтобы попасть в Европу, наши патриоты сначала должны решить вопрос с санкциями. Пока въезд туда им закрыт. Ни воды, ни света, а почему? Замкнула. Все понятно. А кто-то будет ремонтировать? Чтобы был свет, в каждую комнату протянуты провода. Вот посмотрите, меня тоже, видите, у меня в комнате тоже света нет. Вот ладно, мне сосед помог, я сама не понимаю. То есть друг другу вы протягиваете вот это по одному проводочку, тянете через дверь, да, чтобы был свет какой-то. Дать квартиру, а квартиры не дают, потому что нету, говорит, нету жилья. Ну кому-то есть, а кому-то нету. Нет, если целое общежитие, то на целый дом большой строить. Нет, если расселять, так всех за все. Только 12 тысяч выходит. За обе квартиры? Конечно. Это только за Конечно. С ума сойти. Здесь необходимо пояснение. После того, как в комнате Людмилы Михайловны 5 лет назад выпало окно, ей дали новое жилье.
Вы не поверите, в этой же общаге на первом этаже и заставили платить коммуналку за обе комнаты. За 5 лет окно так и не починили, а за комнату, где вместо окна фанера, она платит до сих пор. Так вот, за эти 2 комнаты в разваливающейся заросшей плесенью общаге без горячей воды, с общим душем и туалетом Людмила Михайловна платит 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей. К слову сказать, 4 года назад она платила 8 тысяч. Ну, какие-то трубы немножко поменяли, там вообще щель была, да? Снимать. Вот это вот снимайте. Вот, пожалуйста. Вот снимайте здесь. Здесь снимайте. Вот, пожалуйста. Вот как. Вот туалет. Вот снимайте здесь. Тут. Да. Чтобы уладить проблемы с санкциями и вернуться жить в Европу, Мазепин судится в Европейском суде. Юристы Никиты Мазепина доказывают, что если отец связан с Путиным и помогает ему убивать украинцев, то он тут при чем? Мазепин-старший избавился от акций Уралкали и доказывает, что теперь он никак не связан с Путиным и с войной. Я ничего не сделал для того, чтобы нелегально, с точки зрения юридической и любой другой точки зрения, мой контракт был разорван. Миллионы украинцев тоже ничего не сделали, чтобы их бомбили и убивали вот уже почти 3 года. Отец Никиты помогает делать это. Сам же Никита не сказал за все это время ни слова о войне. Для него как будто ничего не происходит, а санкции ввели просто так. Европейский Союз отменил все санкции в отношении Никиты Мазепина. Теперь ему ничего не мешает снова тратить деньги Уралкали в Европе. Связь между господином Никитой Мазепиным и его отцом никоим образом не установлена с экономической или финансовой точки зрения, говорит Европейский суд, добавив, что простые родственные связи не являются достаточным основанием для введения санкций. Как твои дела? Супер, спасибо. Прямые улики связи Мазепина-младшего с деньгами Уралкали или с ним непосредственно найти трудно. Они хитрые, и у них есть грамотные юристы, которые им подсказали, как вести себя правильно, чтобы избавиться от санкций. Но косвенные доказательства найти возможно. Суд эти доказательства, конечно, не примет, но мы убеждены, что Никита связан с деньгами отца и других олигархов. Эти 2 года Никита Мазепин провел в Москве и Питере. Теперь он уважаемый общественный деятель. Он создал фонд «Мы выступаем как один», который оказывает отстраненным спортсменам психологическую помощь или помогает изучать иностранные языки. На вопрос о том, кто финансирует фонд, Никита отвечает, что от Уралкали мы не получаем никаких средств, зная, что именно эта финансовая связь повлияет на санкции в отношении него. Именно поэтому в отчете финансовой деятельности фонда заполнена только одна строка – уставная деятельность. За год фонд потратил почти 65 миллиардов рублей. Неплохо для молодого фонда, который только начал свою деятельность. Кто же эти доноры, которые вкладываются в молодого патриота? Если мы хорошо поищем и найдем выписку за 2022 год, первым директором фонда «Мы выступаем как один» был наш добрый знакомый Габдуллин Радмир. Он спортсмен, бывший боец ММА, руководитель Федерации ММА России и депутат Законодательного собрания Пермского края. Москвич, родившийся в Башкирии, ни разу не был в местах, откуда избирался. Но Единая Россия просто подарила ему кресло депутата Пермского края, потому что он друг Мазепиных и является советником генерального директора по спорту Уралхим. Это главная структура Уралкалия. Его Федерацию ММА также спонсирует Уралкалий. Ему доверяют настолько, что назначили также директором фонда Никиты Мазепина, хотя затем его быстро сменили на Елену Руфову, возможно, как раз из-за очевидной связи Уралкалия с фондом через Габдуллина. Почему связь с Уралкалием это важно для введения санкций? В своей мотивировке введения санкций против Мазепина-старшего Европейский суд определенно указывает, что Уралкалий и Уралхим, которыми владеет Дмитрий Мазепин, являются серьезным источником доходов для правительства Российской Федерации, а значит является источником для финансирования войны. Связь организации с другим подсанкционным олигархом и другом Мазепина-старшего Борисом Ротенбергом также можно установить через главного бухгалтера фонда «Мы выступаем как один» Жернакову Марию Александровну. Марина Александровна была главным бухгалтером и финансовым директором благотворительного фонда Бориса Ротенберга. Доступ в Европу и автогонки настолько важны семье, что в прошлом году Мазепины избавились от самого главного актива – акций Уралкалия. Вероятно, номинально. Мы думаем, что Уралкалий до сих пор вкладывает миллиарды в английскую команду Мазепина Hightech GP, но наверняка мы об этом узнаем в будущем. К счастью, выход из Уралкалия пока не убедил европейских чиновников, и Евросоюз не снял санкции с Мазепина-старшего. В суде ему в этом отказали. Общежитие в Березниках до сих пор не признано аварийным. По документам Фонда капитального ремонта Пермского края
Это прекрасный дом, жители которого должны платить за капремонт. И они платят. Жители дома заплатили почти 2 миллиона рублей. Кажется, вот еще чуть-чуть, и они дождутся долгожданного ремонта. Но не тут-то было. По документам ремонт уже прошел. Прошел, представляете? Прошел капремонт уже. Вот он. Да, это отливы сделали, а они от ветра сразу отпали. Им якобы отремонтировали крышу. Крышу отремонтировали в доме, где выпадают окна, сгнили все трубы и разрушаются стены. Этот ремонт якобы стоил 9 миллионов рублей. Теперь жители должны 7 миллионов рублей. Да-да, теперь они еще и должны оказались. Напомню, 12 тысяч коммуналка. Следующий ремонт запланирован в 2040 году, а другой в 2060. Удачи! Они эти полы старые убрали и накрыли новыми досками. Да я сейчас Пусть могу они показать. доски же не струганы, но все равно доски положили. Да, доски. У нас проваливалось вот так, около моей двери все были кирпичи. Ну это вот... Я среди зимы кирпичи влаживала, чтобы стоять, чтобы дом можно было открыть, А зайти. вот в мою сторону я иду, он проваливается. Он шевелится. Ну, шевелится. Откачивали. А чего сейчас опять там вода? Сварщик туда не идет варить. В подвал. Изменилось все так. Вон, посмотрите, вон вокруг не кошено. Надо все косить, никто не косит. Да, ничего не изменилось. Горячей воды у нас нету. Ага, оплатить Оплатить мы платим. Мазепин не единственный олигарх, которого березники сделали миллиардером. До этого рыболовли вскупал и коррумпировал целое государство Монако. Скупал самые дорогие картины мира, покупал футбольный клуб. Сулейман Керимов, Михаил Прохоров делали свои богатства на Прикамской соли. И единственные, кто остались ни с чем, это березняковцы. Общага Людмилы Ивановны не один такой дом в Березниках. Таких общежитий в Березниках десятки. Юбилейная 117, Горняк, Мира 81, Ломоносова 147 и 147А. Местные жители говорят, что в этих общагах ситуация еще печальнее. В общаге Людмилы Ивановны еще курорт. У вас есть такие дома в городе? Пишите в комментариях. Мы написали жалобу в прокуратуру на предоставление услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и постараемся сделать все, чтобы в общагах провели нормальный качественный ремонт или расселили их. Для этого нам нужен юрист, и мы очень просим вас помочь оплатить услуги юриста. Номер карточки на экране и в описании к видео. С вами был канал Пермь 36,6. Следим за нормальной температурой в городе. Very much so. Oh, no. You don't want to see that. And there were fears going into this race